Знакомьтесь, это Терентьев Сергей Андреевич. Вот Сергей Андреевич шепчется с Путиным, вот обнимается с Миллером, а вот целует олигарха Тимченко. Погодите, скажете вы, ты перегрелся, что ли? Это же Сечин. А я скажу вам, нет, дорогие друзья, это Терентьев Сергей Андреевич. Именно он руководит Роснефтью. По крайней мере, согласно официальным документам. Роснефть – главная нефтяная компания страны. А Игорь Сечин главный в Роснефти уже больше 10 лет. Все его роскошество, все его яхты, пятиэтажные квартиры, огромные особняки – все это куплено за счет Роснефти. За счет компании, половина акций которой принадлежит государству. То есть всем гражданам России. Все мы – акционеры Роснефти. Имеем ли мы право знать, какую зарплату получает наш наемный менеджер? Безусловно, мы обязаны это знать. Ведь чем больше получает Сечин, тем меньше дивидендов от Роснефти поступит в госбюджет. Чем больше получает Сечин, тем меньше денег останется на зарплаты учителям, на ремонт дорог или на закупку лекарств для больных. И зная доходы главы Роснефти, каждый волен сам решить, соответствуют ли они тем функциям, которые он исполняет. Достаточно ли успешно Сечин руководит нашей компанией? Отрабатывает ли свои деньги? Но все годы во главе Роснефти Сечин свои доходы скрывает. Перенесемся ненадолго в 2015 год. Алексей Навальный через суд требует от правительства раскрыть вознаграждение глав госкомпаний, в том числе Роснефти. Суд иск Навального предсказуемо отклоняет. Суды в России для чиновников и богатых, не для людей. А вот иск Сечина к журналистам, которые оценили годовую зарплату главы Роснефти в десятки миллионов долларов, суд, наоборот, удовлетворил и заставил Forbes печатать опровержение. С тех пор точных сумм, которые прилипали к рукам Сечина, никто не называл. За последние годы случились две крупные утечки данных налоговой о зарплатах россиян за 2018 и 2020 годы. Но Сечина в них не оказалось. Как писали СМИ, его доходы скрываются даже во внутренней базе ФНС. Мы выяснили, что в официальном реестре налоговой службы Сечин скрывается под псевдонимом. Вы уже догадались. Его второе имя – Терентьев Сергей Андреевич. Дата рождения у Терентьева, как и у Сечина, 7 сентября 1960 года. Такого человека в действительности не существует. Зато номер паспорта ИНН совпадает с номером паспорта ИНН Сечина. Чтобы засекретить зарплату главы Роснефти, ему создали фейковую личность. Ну а дальше, когда мы эту аферу раскрыли, остается в утекших данных посмотреть доходы Терентьева. От Роснефти за год он получил 3 миллиарда 71 миллион 738 тысяч 456 рублей 32 копейки. Но это не единственный источник обогащения Терентьева. Еще 244 миллиона он получил от Всероссийского банка развития регионов. Это банк Роснефти. 2 миллиона от Роснефтегаза. Это компания, владеющая от имени государства акциями Роснефти. Итого, всего годовой доход Сечина 3 миллиарда 317 миллионов рублей. Миллиард рублей пятитысячными купюрами влезает только вот в такой огромный контейнер. А теперь представьте 3 таких контейнера. И даже в них вся годовая зарплата Сечина не поместится. И уж точно она не поместится в чемоданчик, с которым Сечин вслед за Путиным в 90-е годы перебирался из Петербурга покорять Москву. Чтобы перевести все свои деньги в виде налички, ему потребовалось бы несколько таких погрузчиков. Игорь Сечин получает в госкомпании зарплату, сопоставимую с бюджетом целого города Апатиты в Мурманской области, в котором живут почти 49 тысяч человек. Извините за мой тон, хотелки.